Tervitused, sõbrad! Täna heitame pilgu uuele kiirimale nutitelefonide brändile Eesti turul. Почему эстонцев называли медленными, если интонация всех прибалтийских языков одинаковая в принципе? Я, конечно, не мог не воспользоваться этим каламбуром, поскольку бренд смартфонов Иной внезапно покинул Россию и переехал в Эстонию, а их сайт теперь не работает. Вероятно, в связи с этим цены на них стали очень выгодными. Кстати, я затарил несколько штук, и если заинтересовало, обращайтесь. Доставку можем оформить через Озон, ВБ и любыми другими способами. Без грабительской комиссии Авито и прочих. У нас сегодня 3 модели. Начнем с младшей. А83. Как ни странно. 6 гигов оперативной памяти, 128 встроенный, HD-экран, процессор Unisoc T606. Вы помните, как слабо он показал себя в играх в прошлом видео. Однако версии там были на 3 гига оперативки. Аккумулятор на 4000, что намекает на невысокую автономность. Но что это? А это съемная крышка со съемным аккумулятором, который лежит отдельно, чего нет, по сути, ни в одном даже относительно современном смартфоне. Я уж подумал, что у него отклеился экран. Вопрос только в том, насколько удобно ее будет снимать для замены сим-карт. Но, по крайней мере, это что-то нестандартное, так что, уважаемые деды, обратите внимание. Также есть поддержка Wi-Fi 5 версии включительно, что очень круто. Из коробки предустановлен Android 12, в комплекте микрозарядка на 5 Вт, что скажется на ее скорости, конечно. Но цена в 3700 делает эту трубу крайне интересной за достаточно большой объем памяти. Телефон не лагает, как ни странно, вероятно, благодаря нему. Идем дальше. А55. Тоже HD-экран с заявленными 90 Гц, батарея на стандартный 5000, версия Android 14, 428 памяти с опцией расширения аж до 12 ГБ, то есть 8 займет файл подкачки из основной. Как говорили специалисты, так сказать, файлы подкачки на телефонах и ПК это разные вещи, поскольку память используется не напрямую, а в сжатом виде, то есть резкой потери производительности пользователь не должен почувствовать, как было бы на компе. Телефон поддерживает связь 5G и NFC модуль, что дает нам возможности значительно более дорогих аналогов. В качестве процессора тут Unisoc T770. Нет, это не опечатка. Редкая модель, которая использовалась только в 2 телефонах по факту. ZTE Nubia N5 аж за 17 тысяч в 2023 году и в данном ином A55. Техпроцесс, в отличие от старых версий, 6 нанометров, а не 12, что должно повлиять на его жор на единицу производительности. По факту это до сих пор самый мощный процессор от Unisoc, и сравнить его можно с Mediatek G99, который до сих пор является безусловным флагманом среди бюджеток, и который не стесняются ставить производители в мобилы аж до 20 тысяч рублей. Цена данного телефона 4500, и это также шикарная цена за трубу с поддержкой всех основных функций и даже чуть больше. И третьим станет А75 версия на 8512. Какие-то сокрушительно огромные объемы в мобиле за 6+. С расширением памяти также до 12, до 16. Оговорился, ну уж куда 16? Я не знаю. Имеются версии на 6256 и 8512. Цены различаются от 600 до пары тысяч, что в данном случае уже не так важно. Однако с учетом спекуляций цен на память, у вас по факту есть флешка с большим объемом и функциями смартфона. USB флешки на 512 сейчас стоят от 3 до 5000 на минуточку. Экран в данном телефоне уже полноценный Full HD плюс со 120 Гц. Все предыдущие функции имеются, однако без 5G, потому что процессор Helio G99 сюрприз не поддерживает его. Ну тут очевидно искусственные ограничения от самого Mediatek. Также присутствует Type-C и порт 3.5 для наушников, что стало уже редкостью для некоторых сумасшедших производителей, которые гонятся создать очередную пародию на гейфон. У всех троих смартфонов наклеена защитная пленка, да она хреновая и быстро собирает разводы, тем не менее, а также силиконовый чехол уже надет на каждый. Я все 3 погонял в домашнем использовании и ни к одному претензий по производительности не возникло. Серьезно. То есть тормозов, фризов при загрузке и прочих связанных с железом проблем не ощущалось. Ну и посмотрим на бенчмарки, камеры, скорость зарядки и разрядки, ну и конечно запустим какие-нибудь игры. Я добавлю корявый видеоряд, но в
В целом, резюмируя, так сказать, по играм получилось следующее. Уже унитаз T606 на A83 способен запускать в принципе все, кроме Fortnite, который еле способен работать на Snapdragon 695. В жалкие 20-23 FPS из 30 доступных, на каких-то минималках, но там настроек что-то не видно, и 70% рендере из 100. Раджи, Раджи, наверное. Игра от индийской студии впервые, и полноценная версия планируется к выходу на ПК в 2026 году. Поглядим, так сказать, на другую сторону берега Ганга. Что насчет мобильной версии? Да, она может работать и на высоких настройках. Также не забываем, что у телефонов разное разрешение, то есть сравнение FPS будет некорректным, ведь вы знаете, что нагрузка на видеочип также получится разной. То есть условный T606 вряд ли уже также приемлемо сможет вывозить ту же игру на Full HD экране. Хотя там все читерят, поэтому сложно что-то сказать. Вероятно, таких телефонов с ним и не было. Но если игра идет нормально на T606, самым слабым из участников, проверять на остальных уже не имеет смысла, как вы понимаете. Да и у нас нет полноценного аналога MSI Afterburner, хотя бы примитивного, который бы давал сравнительные данные, потому что операционки закрытые, root права даже полученные мало что дает, и софта нету, короче, каменный век нахрен. Да и игровой рынок на телефонах также до сих пор находится в каком-то еще неолите, где едва начали убирать лог на 60 Гц. Unisoc T770 приятно порадовал циферками в бенчмарках, местами обходя G99, ставшего основой всех более-менее приличных бюджеток. Так что если появится какой-то новый флагман от них, он будет интересен не только мне, думаю, но и многим другим, уставших от шулерских махинаций с перевыпуском тех же самых процессоров, как у Mediatek, так и у Snapdragon. Ну, теперь о минусах. Я привык к наэкранным кнопкам навигации, потому что так удобнее и правильнее в целом, и без них пользоваться телефоном некомфортно. Какими щипками и с какой стороны экрана нужно тереть, чтобы найти приложение в фоне, хз. По части разрядки показалось, что иные не особо горят желанием сигнализировать о ней, и при посадке батарейки просто молча уходит спать, что может стать неприятным моментом для владельца, который не знал, а его и не предупредили. Возможно, какие-то функции все-таки есть, но что-то я их не видел. Разочаровали камеры, в целом они все унылые, но на A83 особенно, хотя, честно говоря, оптика за десятилетия ни насколько не продвинулась в этом плане. В целом, вы можете посмотреть на те же веб-камеры, которые ставили как 20 лет назад говно, вот это 1,3 мегапикселя, так и сейчас еще продолжает. И, в общем-то, мелкая линза по-прежнему означает хреновую съемку, особенно при недостаточном освещении. Этим грешат, похоже, так или иначе все телефоны тысяч до 25-30 включительно. В целом, данные мобилы, как не смешно это звучит, на сегодня это смартфоны с функцией переноса данных вместо флешки. И версию на 8512 я скорее всего оставлю в качестве второго или запасного, на случай, если мой X3 Pro окончательно сойдет с ума или его батарейка накроется, потому что зарядка спустя 3 года ему требуется практически 2 раза в день, даже 2,5. Он быстро садится и также быстро заряжается, всего минут за 20 датчик. Показывает якобы 100% почти с нуля. В остальном же телефоны от Lenovo это отличные варианты для детей, которые не умеют следить за своими вещами, особенно неряхи, которых за это не ругают даже. Для работяг, пенсионеров и прочих категорий людей, нормальных в смысле, не дебилов, которым нужны или могут понадобиться функции современного смартфона, при этом не покупая очередной убогий Xiaomi. Да, представьте себе, теперь они нифига не дешевые телефоны, да уже давно. Если не брать серию Redmi, которая все еще пихает огрызки в виде старых списанных медиакеков G25 80-х, а также G100 под видом новых, но по факту переодетых в новое название тех же G99, сильной доплатой по цене, либо нехваткой оперативной памяти, что ощущается при обычной работе телефона. Разочаровал даже Poco M5 с версией 464 и расширением памяти там сколько, плюс 3, по-моему, имеющий тот же G99 Helio и показывающий схожие результаты в бенчмарках, но вот с оптимизацией операционной системы HyperOS там или что у нас модное, скорее всего кучей скрытого фонового мусора. Телефон нередко тормозит, поэтому его нужно продать тому, кто не подписан на этот канал, в качестве наказания. Напомню, что все представленные иные у меня в наличии, я заказал их заранее. Цены уже изменились, а с нового года могут измениться еще
сильнее, как вы знаете, так что пишите, кому что-то из них понравилось. Заодно так вы поможете соскочить с очередной финансовой бутылки, а особо зажиточные могут помочь с выкупом RTX 5080 для тестов и продолжения объективной критики и оскорблений, конечно же, в сторону руководства AMD. Подписывайтесь на канал, теперь только здесь говорят правду. Я не скрываю, мне похуй, все об этом знают.